Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп, март 2024 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы определенно увидите. Март 2024 года где-то будет связан с теми нашими решениями, где-то отчасти мыслями и событиями, которые уже состоялись, развивались прежде. И мы подходим к какому-то итогу, скорее всего, это уже тоже было в феврале, и это связано с выравниванием планеты Хирон с лунным узлом в знаке зодиака Овен. Это событие происходит 19 февраля, и это как новая точка невозврата, новая точка отсчета. Какая-то история, которая как паттерн могла повторяться из раза в раз, она теперь заканчивается, и не потому, что она заканчивается. Здесь от наших желаний именно все зависит. Если нам надоел какой-то сценарий, который с постоянным упорством, настойчивостью повторяется, мы хотим выйти из этого замкнутого круга, у нас это получится. Ведь Хирон – это символ израненного целителя, и из мифологии мы знаем, что Хирон – это был могучий кентавр и очень мудрый, самый главный, старший из всех кентавров. И это образ как израненного целителя, так великого учителя. Он учил как и искусству охоты, искусству врачевания, математики, астрологии, астрономии. И сам-то, увы, пострадал от стрелы, выпущенный Гераклом. Геракл был его учеником, и вот он как раз и учил его искусству охоты. Но вот здесь, внимание, важный пункт. Нам как бы говорит: помни, то, что ты делаешь из лучших мотивов или побуждений, не обязательно будет иметь достойное продолжение. Геракл, он решил попробовать себя вот в этом искусстве охоты на пороге жилища Хирона. И вот эта отравленная стрела, она случайно попала в ногу нашему целителю, великому кентавру, и из-за чего вот эти нестерпимые боли привели его к тому, что он обратился к богам с просьбой лишить его бессмертия. Хирон, он ведь не ставил перед собой недостойных планов. Он обучал от чистого сердца. Возможно, какая-то либо личная история, или как какая-то священная рана. У кого-то это может касаться даже близких людей или близкого окружения. Вопросов, связанных с детьми, с внуками, с родителями, с кем угодно. Понимаете, когда мы что-то делали хорошо, а в ответ у нас, как тот Хирон, получилась эта самая священная рана. Может быть, мы и думали где-то о хорошем, надеялись на кого-то или на то, что все как-то образуется, а вышло так, как вышло. Вот у каждого своя вот эта болевая точка. И это время, начиная с февраля, где-то, которое продлится и в течение марта, время залечить душевные раны, психологические травмы и время выхода из повторяющихся ситуаций. Как будто теперь ваша какая-то игра по вашим правилам должна осуществляться, и она должна на основе неповторения прежних ошибок. Вот здесь принимаем то, что есть, вот как будто по факту. Вообще для вас прекрасный, продуктивный где-то период, как и 2024 год. Но у каждого из нас есть та священная рана или есть история жизни, которую мы не хотим еще раз повторить. Давайте мы узнаем, с какой сферой жизни для вас, мои дорогие, будет как раз и связано вот как это планетарное событие, так и март. И я должна сказать, что Хирон в знаке Овна уже давно. Но именно с 19 февраля, с выравниванием лунных узлов, лунного узла, будет связана новая точка отсчета. И она будет продолжаться до 14 апреля 2027 года. Почему вот с этого момента, с февраля, март просто ближе всего находится к февралю. И поэтому какие-то очень злободневные вопросы или, знаете, это может быть как сам по себе болевой пункт, с которым нужно разобраться и не отложить чего-то на потом. Иначе у нас снова будет какое-то повторение паттерна. Итак, какая же сфера жизни у вас проиграется наиболее активно или чему вам придется уделять внимание? А вторая карта, что важно знать в связи с этим? Сюрпризы – это то, что со знаком плюс.
в течение марта, неожиданности. И что скрыто, давайте такую карту достанем. Что может помешать? А что будет помогать, что будет радовать? И по основным сферам жизни сделаем предварительный прогноз. Дела, работа, бизнес. Энергию денег на март посмотрим. И личная жизнь, как видят карты. Какая же сфера жизни? Ну, тут все сферы жизни. Как и сфера финансов, как и сфера личных отношений. Карта власти, но власти добрые, помним, да, что умелое взаимодействие, как и обойти острые углы, так и договориться со всеми, как раз проходит по карте императрица. Смена статуса, мои дорогие, у кого-то это будет связано с работой, получение новой должности, или когда вы решите, я буду свое личное дело открывать. И это вообще карта нового «я». Очень символично в связи со всем тем, что я сказала до карт. Может быть, это вы какую-то свою новую финансовую стратегию будете отстраивать. Или вообще новое качество жизни как раз проходит по карте императрица, уже определяя, чем вы будете заниматься в март. Но здесь все со знаком плюс. Всячески положительная карта. И, мои дорогие, у вас сейчас очень сильная позиция. Что бы вы ни задумали, все осуществимо, все во благо. Что важно знать? А то, что рыцарь Пентакли едет медленно, и, в принципе, это где-то очень символично, с учетом карты императрицы, она тоже никуда не спешит. Она где-то просчитает, она знает, что она все равно или таким или иным образом получит то, что она пожелала, или то, что она себе наметила, она все равно совершит. Что важно знать? Вам могут помогать конкретные люди, или есть такие люди, которые как будто с вами заодно. Как и нужным советом, может быть, помогают так и где-то делом, деньгами, согласованиями какими-то. Но есть еще и такой момент, когда вы можете получить деньги, конкретно большую сумму. Может быть, это тоже помогает. Особенно те деньги, которые вам причитались по какой-то причине, может быть, они задерживались. По этой карте внимание к деталям. Тоже где-то важно это знать. Не торопиться. Для кого-то из вас, может быть, есть тот вопрос, который нужно решать в другой местности. Все-таки рыцарь, он перемещается. Вот и вам придется, вполне вероятно, куда-то переместиться, чтобы удержать свои позиции или расширить зону своего влияния, или с кем-то договориться. Прекрасно. Эта карта не противоречит энергиям императрицы. Где-то все идет по вашему плану, причем такому размеренно спокойному, уверенному плану, сказала бы так. Каковы же сюрпризы? Карта Луна. Я так надеюсь, вы, мои дорогие, как раз карты Луна на короткой ноге, умеете с ней взаимодействовать. Здесь, знаете, сама по себе карта нам про неопределенности говорит, про интуицию, в хорошем смысле сюрпризы, знаете, которые в личной жизни у вас как-то могут проиграться. Правда, с учетом карты Луна, мои дорогие девочки, это беременность может быть, вот. Или я жду ребенка, известия. Или когда вы будете больше уделять внимание своей семье, обустраивать свой дом. Вот это вот все со знаком плюс проигрывается по карте Луна. Это когда нежность, ласка, внимание, когда мы вот приходим домой, как в нашу цитадель, крепость, то место, где мы можем отдохнуть, восстановить силы, там, где нас любят, там, где нас рады видеть, рады услышать, да, куда мы можем, может быть, свои проблемы принести и рассказать. Вот это все со знаком плюс. Но обстановка, если мы говорим сюрпризы, в принципе, она может быть где-то непонятная, что-то не просчитаете наперед. Вот в сюрпризах могут быть неожиданные события, правда, как новость, какая-то информация или то, что вы где-то могли предчувствовать, вы люди интуитивные, вот здесь все-таки может как раз и состояться, и вы тогда себя поблагодарите за провидение как будто, или за свою интуицию, все-таки мы говорим со знаком плюс. Давайте, каковы же неожиданности? В неожиданностях о себе может напомнить какая-то прежняя история. Вот это и есть, по сути дела, тот гештальт или та священная рана, которую мы должны закрыть. Вот какое-то разочарование, оно было. Это не теперь, это не про март. Это прежний какой-то паттерн или повторяющийся сценарий. И вы знаете, это сильная позиция за счет чего? Как раз проработка этих самых эмоций нам дает возможность эти эмоции словно
но исключить из нашей жизни, оставив только опыт, который нам помогает не совершить ошибок, повторить еще раз что-то, то, что для нас было прежде со знаком минус. По сути, не найти еще раз какие-то грабли, мои дорогие. Вот так. Потому что по этой карте проходит здоровое равнодушие. То, что не цепляет. То, что, да, мы признаем, что, да, был вот этот пункт какой-то болевой, но это все остается позади, и теперь это не имеет как будто никакого значения. Но это о себе может напомнить какой-то человек из прежней вашей истории какой-то судьбы или какая-то конкретная ситуация. Поэтому будьте внимательны. Если мы говорим, что эмоций быть не должно, значит, что бы это ни было, ну, где-то с душевным спокойствием воспринимайте, если вы вдруг сталкиваетесь с кем-то или с чем-то из прошлого. Что скрыто? Вы можете не видеть на протяжении марта того, что вдруг будут те моменты, когда быстро разворачиваются события, и вам, правда, придется куда-то поехать, отправиться, решать те или иные вопросы. Может быть, это будет где-то связано с родственниками или дела, работа, бизнес, какое-то перемещение. Вы скрыто можете не видеть и никуда не собираться, а придется, может быть, у кого-то отправиться, потому что, к примеру, релокация офиса. А для кого-то из вас, если вы планировали переезд, а вот удачное какое-то стечение обстоятельств сложится или придет какая-то внезапная информация, когда вы поймете, что, это нужно делать вот именно сейчас, кое железо пока горячо. То есть, с одной стороны, посмотрите, карта нам говорит, не спеши. Размеренный темп жизни. А по 8 жезлов у нас как будто жезлы врываются в пространство и мчатся по направлению к нам. Может быть, где-то нужно и не опоздать. Все же по этой карте мы не сидим сложа руки, мы на что-то должны откликнуться. Ну уж как минимум телефонный звонок, СМС, или как будто сказать «я в теме», или с чем-то взаимодействовать, а может быть и конкретно поездку совершить. Давайте мы посмотрим, что может помешать. Вообще ваша карта, я не могу, что вам может помешать. Разве что, когда вы думаете, что вы во всем правы, мои дорогие, или то, что, может быть, есть человек конкретно, как и вы, рожденный под знаком зодиака стихии воды или имеет там асцендент, может быть, вы сталкиваетесь с таким человеком, может где-то только помешать наша самоуверенность или какой-то ваш план вы хотите осуществить именно в том контексте, как вы это задумали. Нет как таковых у вас помех, у вас сильная позиция. Или, мои дорогие, наши близкие проходят по этой карте. Так вот, ваши близкие могут быть не согласны с чем-то. Или как-то видеть по-другому. У кого-то это может быть связано, к примеру, вы меняете работу, меняется график вашей работы. Или мы сказали, релокация офиса, куда-то надо уезжать. Или командировками будет, как бы с ними будет связана ваша работа, и не все будут в восторге. И такое тоже может быть. Ну, какие-то вот такие могут быть досадные недоразумения, и все будет зависеть от вас, как вы со всеми договоритесь, как вы распределитесь или определитесь с деньгами. Вот это тоже будет где-то важно. Нет помех, но где-то самому их себе не создать. Все-таки ваша карта выпадает, мои дорогие. Что же будет помогать? А вот будьте честны сами с собой, вот это и будет помогать. Мы уже сказали, есть какая-то данность, есть какая-то конкретика, и не должно быть повторения каких-то ошибок. Самому себе, видимо, просчитать, соломки подстелить даже в тех ситуациях, когда слушайте интуицию, люди интуитивные. Если что-то вам как шестое чувство подсказывает, нет, не спеши, будь аккуратен, потому что часто по карте Луна проходит еще ожидание, понимаете? Может быть и хочется что-то ускорить, а тут и будет ускоряться, но это помимо ваших желаний. Поэтому, может быть, и карты говорят, ты не торопись, тут помимо твоей воли будут какие-то обстоятельства, которые они тебя загружат. Драйва тебе будет достаточно, не переживай. И ваше любое действие должно быть выверено словно с законом. Не должно быть противостояния с законом. Не должны себе осложнить, сделав что-то, ну, где-то вы вот считаете, что нужно сделать правильно так, а может быть, вы не видите какого-то пункта, как в отношении вас работает закон. И значит, найти недостающую информацию, быть
более чем реалистом, мои дорогие, и это помогает, может быть, согласовать как раз какие-то вопросы в высоких инстанциях. Или если вы сталкиваетесь буквально с представителями закона, то тогда мы уважаем закон, иерархию, и где-то нет противодействия. Вот это будет все помогать. Дела, работа, бизнес. А ведь правда, у кого-то из вас переезд очень далеко. Или, может быть, это ваша работа, которая будет связана с переездами далеко. Весь мир у ваших ног. Это карта итога, 21-й старший аркан. И он говорит, нет ничего невозможного. Вот дела, работа, бизнес. У вас настолько сильная позиция дважды и два старших аркана. У каждого ведь свои какие-то намеченные планы, правда, как и по документам, так и по работе, по бизнесу, по зарабатыванию денег, по изучению языков, по работе, может быть, новой работе. Все-таки мир – это у нас пространство, взаимодействие с миром, да. У кого-то проиграется, вы, может быть, хотите перейти в систему IT, вот она часто хорошо с этой картой тоже проигрывается, да, все-таки эфир, это тоже пространство, посредством интернет, может быть, вы хотите словно о себе заявить миру, и карта-то вот нам тоже советует даже, заяви о себе, у нас лавровый венок в центре карты изображен, и если вы занимаетесь, тем более, допустим, своим личным делом, хобби, творчеством, как будто время как раз быть популярным, где-то медийным. Если вы эксперт, профессионал в какой-то области, добавьте себе известности. Об этом тоже нам говорит карта. И когда мы, вообще карта уверенности, в первую очередь, и гармонии в душе. И даже если у нас карта Луны выпадает, знаете, выше как будто, и это у нас позиция как сюрпризы. Тут, правда, с учетом карты мир, какие-то добрые события случаются в вашей жизни. Ведь у каждого из вас будут какие-то свои волшебные возможности, правда. И они будут именно там, где мы их, возможно, даже не ожидали. Это тоже будет важно. Деньги. Ну, нам уже про деньги, собственно, сказали. Почему? Потому что императрица – это карта, когда у нас вообще все под контролем. И достаток, и благополучие. И паж кубков у кого-то может быть вопросы в отношениях с детьми или в личной какой-то истории, когда что-то, с одной стороны, радует, но, может быть, когда вы как раз меняете какой-то паттерн. Определенно, если мы рассматриваем эти две карты в одном контексте, если какую-то ошибку не повторяем, то и деньги как будто вас радуют, мои дорогие. У кого-то тройка мечей. Это вы во что-то вкладывались, тратились, и вас это тоже не вдохновило. Может быть, не получилось взаимодействие, не получилось сотрудничество в какой-то прежний период, или был в чем-то стопор, или наоборот, какое-то дело, которое вы начинали, а продолжение не получило. Ну так тогда не настаивать на этом, а лучше освободиться от того гнета каких-то обязательств, которые не могут быть продолжены. Но так или иначе, паж кубков, пусть не самая крупная карта на финансы, но как будто радость будет. Самое главное, это карта императрицы, безусловно. Личная жизнь. Настолько у вас проигрывается, правда, смена быстрая событий, как и возможного планирования переезда, поездки, или изучение языков, изучение каких-то новых перспектив. И пусть вы сейчас даже в паре, человек семейный, значит, тогда вы вместе, это карта якоря еще одновременно, будете что-то планировать. И где-то, знаете, как вдохновение на всю семью. Вас, скорее всего, где-то может захватить вот это чувство желания новизны, что кто-то из вас в одиночку может даже отправиться куда-то, правда, или отдать приоритет, что я все равно хочу изменить в том контексте свою жизнь, как мне это нравится, или о чем я всегда мечтала или мечтала. Для тех, кто нам карта не говорит о том, что что-то произойдет, или как разрушающее, или разъединяющее вас. Но есть все-таки индивидуальность в этой карте. И когда мы следуем, за своим вдохновением, безусловно, да у вас и возможности же волшебные появляются. Есть что-то для себя хорошее сделать. И это важно не отложить ведь на потом. Мы
часто думаем, что если нам сегодня что-то предлагают, предложат и завтра. А вот тут имейте в виду, если вам чего-то предложили, и оно вам словно в душу западает, или обстоятельства так удачно складываются, а вам всегда хотелось себя в чем-то попробовать, идите за своей мечтой, иначе завтра вот этой ситуации не будет. И вы будете жалеть о протраченном времени, о не сложившихся каких-то возможностях и о том, что вы вовремя не откликнулись. Быстрота, понимаете? Как будто на что-то откликнуться, увидеть новые берега, новые возможности. У кого-то из вас это, знаете, особенно, наверное, для тех, кто один или одна, вы можете встретить пару там, далеко где-то. Может быть, выполняя вопросы по работе или отправляясь в какое-то путешествие, в перемещениях, в поездках, такое тоже может быть. Или занимаясь новым делом, может быть, через популярность вашу, может быть, вообще ваш статус где-то будет связан как и с популярностью, как и с какими-то новыми открывающимися перспективами, так и как будто и личная жизнь, и финансы, и ваш труд, они в одной упряжке, если можно так сказать. Для вас будет это все важно. Это все как составляет ваше качество жизни. Но то, что вам, мои дорогие, захочется нового вдохновения и что-то в своей жизни изменить, вот это железно. И к этому прекрасные возможности. Будьте счастливы и любимы всегда.